User CP. Ребятки, кто-нибудь из портретистов, ответьте, почему, когда портрет реалистичный, то заказчик ищет недостатки до недостающих ресничек. А когда написан быстро, без заморочек, и, как мне кажется, недоработан, полный восторг и уже сам стоит и находит сходство. Ну, заказчики разные бывают. Нужно, в принципе, наверное, договариваться с заказчиком, в каком стиле примерно это будет изображено, и дается ли вам полный карт-бланш на то, что вы делаете творческую работу. Я помню, как, по-моему, Модельяни тоже писал какой-то портрет, и ему также заказчик, я не знаю, или не заказчик, сказал: не похоже. На что он ответил: через 100 лет будет похоже. Есть заказчики, которые хотят увидеть ваши впечатления о портретируемом, о модели. И это может быть совершенно даже и не похоже вообще на портрет. Может быть, какая-то, я не знаю, какая-нибудь вселенная, какая-нибудь спираль. Но это будет ваше впечатление. Разные заказчики есть. Ну и красивый пример, когда Коровин и Врубель писали вместе какой-то портрет. И Коровин подошел и говорит: Миша, там же нет желтенького. Чего ты туда желтенькое влепил? На что Врубель сказал: Костя, я Моцарт, а ты даже не Сальери. Ну, грубовато. Ну, они могли себе позволить в таком тоне общаться. Дело не в этом. То, что Врубель сказал, что он Моцарт, говорит о методе работы, о том, что художник сочиняет цвет. Он кладет один к другому, как выстраивая мозаику отношений, неожиданных отношений. Художник всегда в поиске наибольшей выразительности и, может быть, даже странной выразительности. Кстати, на Западе, мне галеристы рассказывают, очень ценится такой подход, когда вы пишете, ну вот немного вот не так, странная живопись в ходу. Наверное, всегда была и будет. И если вы нацелены на поиск какой-то вот этой странности, изюминки, то сама нацеленность, вот это намерение приведет вас к каким-то решениям. Друзья, напомню вам про акцию, которая сейчас проходит в онлайн-школе. Все уроки за 50%, за полцены. Акция продлится до 1 января включительно. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Есть возможность подарить уроки своим близким. Для этого есть на сайте подарочный сертификат. Воспользуйтесь им. Сарочка, Вячеслав, как к вам приходят идеи? То, что хочется написать, вы их сразу воплощаете в работу. Очень хорошо вы написали, Сарочка, приходят идеи. Они действительно приходят. Мы их не можем придумать, они откуда-то появляются. Но как результат прожитого, наверное. Как результат, может быть, сильных впечатлений, если это связано с натюрмортом, там, с пейзажем. Свет в основном. Когда вот солнце я обожаю. В любую погоду, ну, я имею в виду там зима, лето, весна, осень. Но если есть солнце, это дополнительно усиливает градус. По поводу сразу или не сразу, ну, есть такая идея, что какое-то время держится вот эта вот энергия, запал, а потом он идет на нет. Поэтому, ну, если сильная задача, какая-то масштабная, то, конечно, она никуда не денется. Ты просто она в тебе проживается, оседает, и ты думаешь, как ее воплотить, каким образом решить. Что касается, вот, например, идеи «Русалка», она пришла ко мне как результат моих размышлений о женщине, о мужчине, об их любви, нелюбви. И это вообще еще лет там давно назад очень было. И идея трансформируется, я думаю, как ее решить иначе. И есть несколько решений. В любом случае, даже если нет возможности сразу исполнить
идею, которая вас сейчас захватила, лучше сделать какие-то эскизы в отдельную папочку или в отдельные файлы куда-то складывать, чтобы они были. Они копятся, и потом через какое-то время ты смотришь и уже не так остро реагируешь, потому что это прожито. И, конечно, хорошо бы воплощать это сразу. У меня так не всегда получается. Я был в Гурзуфе, и мне очень захотелось написать девушку у моря в красном. Красный, зеленый, синий, сочетания такие контрастные, дополнительные, меня сильно привлекали. И я увидел, что знакомая художница сейчас в этих местах, и мы созвонились. Олеся Орлова, она приехала в Ялту, и мы с ней поработали. Сейчас она в Америке. Это была какая-то стремительная работа, быстрая, но я ее потом еще приканчивал довольно-таки долго, пока нашел какое-то решение, которое меня успокоило. Майя К.Ф. Самовар вкусный, просто глаз не отвести от работы. Очень ждем мастер-класс с самоваром в школе живописи, вы обещали. Раз обещал, буду делать. Надо обещание выполнять. Займусь самоваром. Но это довольно-таки сложные, блестящие предметы. Писать всегда сложно, еще стеклянные. Надо сделать просто курс из нескольких уроков, потому что тема такая объемная. Спасибо вам за напоминание. Буду над этим работать. Самовары я писать очень люблю. В них что-то всегда отражается. И яркие цвета, когда отражаются, очень интересно. Блики, цвет блика. В общем, в этом будем разбираться на курсе. Буду делать. У меня есть плейлист на моем канале, называется «Выставки художников». И я предлагаю вам сейчас посмотреть кино, называется «Федор Захаров. Живопись, пейзаж». Эта выставка была в Москве не так давно, и я ее заснял для вас. Не забудьте отметиться в журнале «Сейчас» и когда будете смотреть новое кино. Пока.